another example I would use is what we see often in marital therapy. И еще один пример, который я бы мог привести, с которым мы сталкиваемся в супружеской терапии. And that is that one partner in the marriage cannot really force the other person to do anything. И он заключается в том, что супружеский партнер не может заставить другого партнера делать что-то по-другому. Sometimes the price that a person pays may be very, very high. Иногда цена, которую человек платит за то, что он делает, является очень высокой. But they might say, no, I'm willing to pay the price here because I don't want to do what you want me to do. И человек может сказать, я все равно буду платить цену, я не буду делать то, что ты от меня хочешь. And it leads to the thing I've said before, Это приводит к тому, о чем я говорил ранее, which is you can do what you want as long as you're willing to pay the price. что заключается в том, что вы можете делать все, что угодно до тех пор, пока вы готовы за это расплачиваться. Now, sometimes we might want to coach people to pay a higher price. Иногда мы можем в процессе коучинга подводить людей, вести людей к тому, чтобы они были готовы платить высокую цену. For some thing that they're thinking about doing. За то, что они думают, они хотят сделать. That maybe they thought the price would be too high. Возможно, они думали, что цена, которую они должны заплатить, будет чрезмерно высокой. But that now that maybe they realize it's not as high as they thought. Но, возможно, они осознают, что цена не настолько высока. When you say coach people to do that, do you mean encourage them? Encourage them, yes. Когда мы говорим, что мы коуч, I mean encourage, yeah. Спасибо, Денис. Что мы ободряем людей, то есть не в процессе коучинга, это я коуча слышала, как я подумала, что он говорит про коучинг, но имеется в виду, когда мы ободряем людей делать что-то. Sometimes what I'll do with a person is I'll try to talk about how dangerous a thing, what the price might be. Когда я работаю с людьми, я могу говорить с ними о том, какая может быть цена, которую они могут заплатить. And then multiply the price times how likely it is that's going to happen. И прошу людей, условно говоря, умножить эту цену на то количество раз, которое отражает вероятность того, что так может произойти. And so we say, well, what the cost to you may be much lower than you think. И тогда может оказаться, что ваша расплата будет гораздо меньше, чем вы думаете. And they will be willing to pay that price. И они могут быть готовы к такой расплате. Or to take that risk. Или к такому риску. So really, sovereignty involves your ability to make choices. А суверенность включает вашу способность сделать выбор. There's a word in the Bible, in the Greek, Есть слово в Библии на греческом, which really means the freedom to act. которое означает свободу действовать. And often that's the freedom that a king has to act. И часто это свобода, которая есть у короля, Or a governor, or a government или у official. правителя, или у представителя правительства официального. They have power, so they can make У них choices есть власть, они могут принимать решения about how they're going to use the power they have. о том, как они будут применять власть, которой они обладают. Now, along, of course, with the ability to decide, is that our choices make a difference. По мере со способностью принимать решения, нам важно учитывать, что наши решения приводят к различным результатам и могут приводить к изменениям. If I make a choice, Если я делаю тот или иной выбор, there's going to be a consequence. будет последствия. Things are going to happen as a result of my choice. Произойдет что-то в результате того выбора, который я делаю. And someone else is not going to come along and protect me from the consequences of my choices. И не будет кого-то, кто бы пришел и защитил меня от последствий выбора, который я делаю. So real authority, real sovereignty means that there are things that are going to happen as a result of the choices that I make. И настоящая власть и суверенность означает, что есть последствия тех выборов, которые мы делаем. And when we begin to see the patterns of how things happen when we make choices, И когда мы видим определенные паттерны, которые отражают то, что происходит, когда мы делаем тот или иной выбор, then we begin to figure out how life works. тогда мы начинаем понимать, как вообще в жизни что происходит. Like the little baby throwing the tantrum. Например, с маленьким ребенком, который катался по полу в истерике. Our little boy who throws the tantrum.
Помните видео про этого маленького мальчика? is finding out that this attention-seeking behavior is not working any longer for him. Он увидел, что это поведение, направленное на получение внимания, больше не срабатывает. в его So жизни. now we can learn from our behaviors and like what things happen as a result of our behavior. И мы можем учиться чему-то, наблюдая за тем, что происходит в результате действий, которые мы осуществляем, и того, как мы себя ведем. And I always think, I hope I learn from my mistakes. И я всегда говорю, я надеюсь, что я усваиваю опыт, основываясь на тех ошибках, которые я совершаю. But sometimes it's much less expensive Но иногда это намного менее затратно, when I learn from the mistakes that other people made. когда мне удается усвоить что-то из ошибок, которые совершают другие люди. So now one of the ways I find that out is, for example, in the book of Proverbs. Один из примеров, как я узнаю об этом, это когда я читаю книгу притч. When we get beyond chapter 10, И когда мы прочитываем уже главу 10, in these very brief statements, many of them just explain human nature, и дальше мы там встречаем большое количество утверждений, которые просто описывают природу, человеческую природу. and he is able to summarize wisdom about human nature. И там мы видим обобщение мудрости по поводу природы человека. Sometimes it's humorous. Иногда это достаточно забавно, смешно. For example, everyone thinks that you're a genius before you start talking. Ну, к примеру, как то, что каждый думает, что вы гений до момента, пока вы начинаете говорить. But they summarize lessons about human nature. Но там мы сталкиваемся с обобщениями по поводу уроков про природу человека. Now, the sovereignty I mentioned in a marriage Суверенность, которую я упоминаю в браке, comes to some people as a surprise. приводит некоторых людей в состояние удивления. There's the couple is, before they're married, they get to know one another. До того, как они поженились, будущие супруги And узнавали друг друга. as they approach the wedding day, И по мере того, как они приближались к дню свадьбы, they begin to see things that might not be perfect about the other person. они начинают замечать некоторые проявления несовершенства другого человека. And the wife might say, yes, but I can train him not to do that. И жена может думать, да, но я обучу его, чтобы он перестал это делать. And then sometimes it's a surprise when he doesn't train quite as easily as she thought. Но потом она может очень сильно удивляться, что оказалось, что его не так вообще легко чему-то обучить, как она думала. So even in a marriage, sometimes the sovereignty means that we sometimes have to act like diplomats. Даже в браке суверенность означает, что нам иногда нужно вести себя как дипломатам. So we have to negotiate. Нам нужно вести переговоры. And I often think of marital therapy as negotiations between two sovereign nations. И я часто думаю о супружеской терапии как процессу переговоров между двумя суверенными нациями. Because we have to respect the sovereignty of both people in that relationship. Потому что нам нужно уважать суверенность обоих людей в этих отношениях. Sometimes it's a question of how much sovereignty each country is willing to surrender in order to be a part of that larger alliance. И часто вопрос заключается в том, до какой степени каждая из стран готова отказаться от каких-то аспектов своей суверенности ради того, чтобы выжить и быть успешными в этом союзе. I think the European Union is having questions about their sovereignty. Some of the people in Great Britain have decided that they want more sovereignty. Ну и в случае с Европейским Союзом возникают вопросы о суверенности, поскольку некоторые люди в Великобритании пришли к решению, что они хотят больше суверенности, чем они имеют. In other places where countries are part of alliances, for instance, America is part of the NATO. А в других случаях, когда страны являются частью каких-либо союзов, например, Соединенные Штаты Америки являются частью НАТО, They've decided to cooperate with other они nations. решают сотрудничать с другими нациями. And I think that these are also, what's the word I want? These are
illustrations of what marriage sometimes is like too. И это иллюстрации того, на что часто похож брак. Actually, the members of a marriage have surrendered some of their sovereignty Члены брачного союза часто вынуждены покориться и отказаться от каких-то аспектов своей суверенности in order to be part of that union. с целью возможности существования, ну и быть частью этого брачного союза. Which leads to my next topic. Что приводит к моей следующей теме. We find out that the children also become a part of this organization, this family. Мы обнаруживаем, что дети тоже становятся частью этой организации, такой как семья. And we find out with children, even the children have a certain sense of sovereignty. И мы обнаруживаем, что даже у детей бывает в определенной степени это чувство суверенности. When they're very little, Когда они очень маленькие, it may not be very much. возможно, это очень малая степень суверенности. However, sometimes I'll ask a mother who's having trouble with her child, or a couple that's having trouble with their child, Но иногда я могу задавать вопрос маме или паре, у которой сложности с их ребенком. when did you lose control of your child? Когда же вы потеряли контроль над тем, что происходит с вашим ребенком? What do you think would be the answer? When Как вы did they думаете, lose control of their Как child? вы думаете, что будет ответом? Когда произошла эта потеря контроля над ребенком? When did the child stop doing what you wanted, everything you wanted them to do? Когда ребенок перестал делать все, что вы хотите, чтобы он делал? Did they ever? Делал ли он когда-либо все, что вы хотите, чтобы он делал? Sometimes, well, yes, of course, and for the it's a trick question Это такой довольно сложный вопрос. because I'm trying to help the parents understand that they probably never really had total control of the child. Я пытаюсь помочь родителям понять, что, наверное, никогда у них вообще не было в полной мере контроля над поведением ребенка. Момент зачатия, да. Каждый человек это индивидуум, это личность. Изначально. Okay. Did you ever control when the child decided to cry? Контролировали ли вы когда-нибудь момент, Or когда ребенок решает плакать to dirty their diaper? или запачкать свой подгузник? But maybe you can help to manage it, Может быть, вы можете помочь как-то справляться с Right. этим, управлять этим. and that's part of the parent dealing with the needs of the child. И это часть того, что делают родители, помогая детям удовлетворять их потребности. So what I would say partly, I mentioned before that sovereignty means you have control of something. И то, что я упоминала раньше, говорит нам о том, что суверенность предполагает, что у нас есть контроль над чем-то. And if we don't control the person, then we don't really have, we don't have complete control even over our children. И если мы не контролируем, у нас даже нет полного контроля над своими детьми. I think we find this out sometimes when I ask the question of parents who have teenage children, Иногда, когда я задаю вопрос родителям, у которых дети подросткового возраста, they'll say, I think I lost control when the child reached about 14 or 15. они говорят, что, возможно, я потерял контроль, когда ребенок был в возрасте 14-15 лет. So then I'll have to go along with what I just talking about, when did you control their crying and their diaper and И that sort тогда я of thing. начинаю говорить, а вы уверены, вы контролировали ребенка, когда он плакал, будучи младенцем, когда он пачкал свой подгузник? But we know that teenagers have grown up to a certain point Но мы знаем, что к определенному моменту, когда подростки вырастают, where they now have grown larger они становятся больше, and their minds have developed, и их разумы развиваются, so and their logic has developed и их способность логически мыслить тоже развивается to a certain degree. до определенной степени. So now they begin to think that they can argue with us. Они начинают думать, что они уже могут спорить с нами. So there's a mixture of response of both. There's a mixture of both. They have independence, but they're still dependent. Но и получается такая смешанная ситуация, когда они с одной стороны зависят от нас, а с другой стороны у них уже много независимости.
No, I don't know in your country at what age children are considered to be adults. Я не знаю, в каком возрасте в вашей стране дети, считается, что дети уже становятся взрослыми. Какой это возраст? What age? Юридическое? Mhm. From legal perspective, it's at 14. 14. They become responsible. Okay. At 14. So the state considers them to be adults at 14. И государство считает подростков взрослыми уже в 14 лет. Ограничено дееспособными. Ага, ограничено. Limited, it's limited. to Limited. 14. So there's still Limited somewhat. I'm sorry. Sorry, limited legal responsibility at 14. Right, limited legal responsibility. There are some similar laws in the United States. В Соединенных Штатах подобные законы. For instance, a child of, I think, 14 can decide if they want to be in psychotherapy or not. К примеру, ребенок в 14 лет уже имеет право принимать решение, хочет он участвовать в психотерапии или нет. But you're right, but I agree that there's a certain limited amount of independence. Но я согласен с вами, что есть ограниченная степень независимости. But usually, they're at that age, they're still dependent on their parents for many Но things. обычно в этом возрасте дети еще во многом зависимы от родителей. But if you go back many years, Если мы рассмотрим то, что происходило много лет назад, teenagers of 14 were finding employment. Подростки в 14 лет уже искали работу. And sometimes they would even fight in wars years back. Иногда они даже уже участвовали в войнах. And they would do many things like vote or get married without permission. И делали много чего другого, такое как участие в голосовании, и даже могли уже выходить замуж. So I would say teenagers are sort of a special case because they have some sovereignty, but they don't have complete sovereignty. Подростки являются особым случаем в данном контексте, поскольку у них есть некоторая до определенной степени суверенность, но в некоторых